Здравствуйте, представители знака зодиака Овен. Февраль 2024 года. Таро-прогноз, гороскоп по 12 домам гороскопа. Вот давайте узнаем о вашей жизни, как думают, как видят февраль месяц, колода карт Таро. Это у нас сегодня золоченое Таро, и я надеюсь, какие-то подсказки будут. Конечно, это общий прогноз, и имеет он общий информационный характер. Но я так надеюсь, что вы можете переложить метафорические образы карт на какую-то свою ситуацию. И подсказки определенно для вас будут. Итак, первый дом гороскопа – это ваша личность, это вы сами, это ваше настроение. Февраль. Давайте сразу откроем. Шестерка мечей. Вообще это карта заслуженного успеха. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот по поводу терпения, тут правда очень серьезный момент, когда даже если мы пока еще не видим окончания какого-то процесса или завершения какого-то дела, работы, вашего проекта, как будто точно нужно продолжать. Для кого-то из вас это может проиграться вопрос, связанный со сменой работы или сменой сферы деятельности. У кого-то это может быть изучение языков программирования может быть. По шестерке мечей все-таки мечи это воздух, и у нас проходит очень часто интернет или вот эти новые технологии и все, что с ними связано. Проходит медийность, если вы занимаетесь творчеством, хобби, или, мои дорогие, имеете бизнес. Самое время о себе заявить в интернет, создать, может быть, какой-то лендинг, или, может, сайт, или вообще сайт по продажам, или заявить о себе в интернет. Вам это будет точно в помощь. Когда мы действительно где-то просто основываясь, может быть, на интуиции, продолжаем какое-то дело, все же это вот основное значение. Не бросаем, даже если нам на данный период времени кажется, будто темновато. Мы можем в себе где-то сомневаться. Единственное, в чем по этой карте мы не сомневаемся, что как прежде я уже точно не хочу. А у кого-то далекий переезд, и вы будете, может быть, что-то планировать. Второй дом, финансы, давайте посмотрим. Февраль для вас финансы. У кого-то это могут быть деньги вашего партнера, у нас выпадает король кубков, или вообще финансы ваши будут зависеть от того, как вы умеете договариваться с людьми, обходить острые углы. У короля кубков финансы всегда есть, но это больше вопросы дома, семьи или какая-то личная жизнь, может быть отчасти, правда, помощь близких, но это реже, и карта нам говорит о том, что в принципе все под контролем держать. Давайте я достану еще одну карту, что это, поясняющая, потому что кубковая карта не всегда скажет конкретно. У вас, мои дорогие, карта победителя, правда? Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но надо знать четко, чего я хочу достичь, потому что по шестерке мечей дорогу осилит идущий. И хоть и карта, обратите внимание, темноватая, смысл, любая 6 в колоде Таро – это победа. И вот на финансы, если вы будете что-то продолжать, даже если, предположим, январь для вас, где-то оставил больше вопросов, нежели дал ответов, определенно что-то продолжать стоит, если вы настроены на успех, на какую-то победу, на то, что победу, я имею в виду именно в личном самовыражении, достижение собственных амбиций, честолюбивых планов, сделать карьеру или какая-то есть у вас задумка. Вот это определенно стоит продолжать. И тогда в финансах нам говорят шестерка жезлов, карта победителя. Но нам не говорят о том, что мы эти деньги или эту победу как будто тиражируем. Сохраняй все то, что ты умеешь. 50% только добиться успеха. И остальные 50% удержать. Вот то, что ты уже получил, или то, чего ты добился. То есть сохранение и, правда, вопросы отношений для вас будут тоже важны. Правильное взаимодействие где-то, может быть, как и с близкими, так и в социуме. Где-то палку не перегибать, правда. Быть больше в целом лояльным миру, как будто себе не навредить по части финансов. И этот момент тоже для кого-то может проиграться. Третий дом смотрим. Это у нас коммуникации, социум, родственники, короткие поездки. Семерка жезлов.
Это вас могут уговаривать куда-то поехать или быстро собраться. Если по части коммуникации родственников, может быть, коллеги по работе тоже по этому дому, это когда вы будете или можете работать в режиме многозадачности. Много людей вокруг вас. Ваша персона сама по себе может быть притягательная. Все знают, что у Овны достаточно как и решимости, так и легкости на подъем, и быстро его так вот зажечь какой-то идеей и приобщить к какому-то делу, мои дорогие Овны, правда, у некоторых будет желание на протяжении февраля. Поэтому по карте нам говорят, ведь эта карта еще называется соревнование, как будто соблюдай нейтралитет, целесообразность. Нужно включаться в тот или иной вопрос. Для вас следует решить. По семерке это именно воздействие извне, потому что у кого-то свой имеется план, и, может быть, это на вашу помощь кто-то рассчитывает. Поэтому, а нам карта все-таки говорит, конечно, шестерка мечей о вашем личном прогрессе. Поэтому распределите время, чтобы не потратить его на какой-то пустой проект или на какую-то идею, которая больше нужна кому-то, а не вам. Четвертый дом. Дом, семья, жилье и чувство защищенности отчасти. Четвертый дом. Шикарно. Вообще можно дальше не смотреть. У вас выпадает карта императрицы. И на четвертый дом это вообще основа основ. Это наша надежность. Если я сказала чувство защищенности, это где-то наш статус, и это наши возможности, это то, чего мы уже добились, это в целом благополучие, по этой карте изобилия, процветания. Февраль для вас очень продуктивный месяц, как и в личной жизни, мои дорогие. Правда, карта императрицы, и даже если меня смотрят мужчины, все равно по этой карте, это карта власти, это когда вы для себя самого можете сделать что-то очень хорошо. Но для всех, для вас не место импульсу. Императрица себе точно не повредит. Она скорее договорится со всеми, нежели какую-то конфронтацию поддерживать. Поэтому по этой карте, кстати, могут нам говорить, что работа на дому у кого-то будет. Или смена, вот, кстати, по шестерке мечей. Когда мы работали в офис, переходим теперь, может быть, вы будете посредством интернета работать дома. Или вы работали наоборот дома, переходите в офис, получаете, может быть, какую-то должность. У кого-то релокация может проиграться офиса, такое тоже может быть. Но еще по императрице, мои дорогие девочки, я жду ребенка. Вот такое не совсем, но у кого-то ваше состояние, оно тоже может как бы прочувствоваться в этот период, и уделить тогда внимание самой себе определенно стоит. Карта благополучия, как я сказала, выпадает на самый ответственный пункт, четвертый дом гороскопа. И у вас в целом благоприятный месяц, об этом нам говорят карта. Пятый дом – это творчество, это наш где-то отдых, хобби, досуг. Это наши развлечения. Давайте посмотрим, что у вас. Король Пентаклей. Не сказала бы, что про развлечения, хотя отчасти это может быть ваш близкий человек. Иногда проходят наши супруги. И неважно, кто меня опять же смотрит, мужчины или женщины. По королю Пентаклей это сама по себе семья, особенно если вы человек семейный. Для кого-то из вас конкретный человек, с которым вы, может быть, какое-то партнерство, хотя нам больше о вашем досуге говорят. Ну, кто знает, с кем-то вы и досуг, и развлечения можете разделять. Но король Пентаклей держит все под контролем. И если он и допускает себе отдых, то это больше тоже где-то с позиции расчета, прагматичности и правильных трат. Поэтому, наверное, сообразно вашим доходам или сообразно вашим планам в плане финансов или куда потратить деньги. Может быть, вы имеете какой-то свой проект, и определенная сумма вам в последующем для чего-то понадобится. Тогда у каждого по-своему здесь будет, мои дорогие овны, и вы будете планировать какую-то свою, как и тему, как идею. Или, правда, у кого-то это может проиграться так, как то самое хобби-ремесло, которым вы занимаетесь на дому, правда, хоть у нас и проходит по пятому дому отдых, а кто-то будет заниматься творчеством. И хобби ведь это тоже своеобразный отдых, развлечение. Но как будто любой даже отдых, я бы сказала, мои дорогие овны, он еще может быть
с прицелом на заработок, или мы хотим получить какой-то материальный эффект. Продуманный вы будете, особенно еще из карты императрицы. Шестая карта, шестой дом гороскопа, здоровье в целом, хотя мы на здоровье никогда не смотрим. Девятка кубков, правда, кто-то из вас, забыв о здоровье, потому что, в принципе, вы останетесь собой довольны. И поэтому даже здоровье я не смотрю, мы смотрим в целом как бы на общий фон, да, который, ну, как карты могут нам подсказать. И девятка кубков – это карта самодостаточности. Поэтому если есть какие-то, ну, с вашей стороны, как недомогание или усталость, мои дорогие, вот усталости быть не должно. У вас серьезные карты, как и первая, так и карта императрицы. На кону стоит какой-то ваш либо творческий, либо финансовый проект. Поэтому чередовать. Где-то труд и отдых придется, и тогда в плане здоровья не будет, по крайней мере, проблем из-за чрезмерной усталости. По этой карте, по девятке кубков, нам вообще говорят, держи все под контролем. Нет какой-то синкопы или каких-то, ну, тех карт, которые связаны с неожиданными событиями. Поэтому я так вижу, что больше все стабильно. Или, кстати, девятка все-таки по нумерологии это, знаете, пороговое значение. Мы как будто находимся, ну, в черте перехода. И поэтому по этой карте возможно улучшение. К примеру, если вы, ну, банальная какая-то была простуда, значит, постепенно все симптомы, они вас оставляют. Но как будто здоровье должно вас радовать, и физическая форма тоже, поскольку сил как будто должно хватить на самодостаточность. Об этом, посмотрите, 3 карты подряд легли. 4, 5, 6 дома гороскопа. Основные, наверное, для нашего благополучия. У вас как раз полная стабильность. И королева мечей перевернулась карта. Видимо, для кого-то из вас мы не достаем на 7 дом еще пока, и поэтому я так подозреваю, королева мечей больше будет относиться как раз к 6 дому здоровья. Будьте прагматиками. Если действительно чувствуете себя плохо, значит, нужно срочно обратиться к врачу. Не тяните, не гадайте, не думайте, что я еще подожду, а потом какая-то ситуация, ну, как бы симптомы сами по себе пропадут. Все же по королеве мечей мы можем что-то и отрезать, поэтому у кого-то может, ну, банально удаление зуба даже пройти. Или какие-то еще вопросы, связанные с здоровьем, может быть, обследование или, ну, какая-то еще ваша ситуация, которую нужно просто-напросто прояснить, разобраться. Вот это, видимо, будет важно. Ладно, идем мы дальше. И 7 дом гороскопа – это отношения в паре. Это как и брак, так и может быть ваш как бизнес-партнер или ваше партнерство на работе. Что нам скажут? Какие-то новые условия. Что-то меняется как и на работе или в условиях работы. Может измениться график работы. Кто-то из вас может как раз задумать новый бизнес-проект, или все равно для вас, мои дорогие овны, элемент обновления присутствует. Может быть, это банально, какие-то приказы поменялись, и кому-то нужно переделать отчет. Или, опять же, это ваше видение, я хочу просто, может быть, сам по себе трудовой процесс, добавить какую-то изюминку или что-то изменить, чтобы было больше вдохновения. Но все же Паш нам говорит о том еще, если мы смотрим на вопросы в паре, и тогда это могут быть не совсем тут про семью, но кто знает, может быть, вопросы, связанные с детьми, которые вы будете обсуждать со своим партнером, супругом, решать как будто. Давайте мы посмотрим. 7 это мы посмотрели дом, и 8 дом это тот дом, который отвечает за нашу трансформацию, отчасти неожиданности, которые нас подстерегают, а также юридические вопросы. Самый таинственный дом. 8 дом это у нас еще дом секса, дом смерти, и тот дом, когда могут быть какие-то внезапные события. Вообще по десятке кубков нет как будто внезапных событий, с учетом еще и карты императрицы, но мы все разные. И может быть само по себе, ну, какое-то известие от ваших близких. С другой стороны, это, в принципе, карта нам говорит больше, конечно, о благополучии и каких-то
внезапных изменений, перемен или, как я называю, обстоятельства непреодолимой силы, как будто их нет. Но мы не можем отменить какие-то новости или какую-то информацию, которая может как раз быть связана с кем-то из ваших близких, родных или вашей семьи. Может быть, какие-то вопросы вы будете как раз решать. Для кого-то юридический аспект этого дома может как раз проиграться, что, может быть, есть вопросы, связанные с жильем, недвижимостью, которые вы должны еще оформить. Но тогда тут как будто может вполне вероятно быть возможность что-то сделать по-другому или окончательно что-то завершить. В любом случае, благополучие, мои дорогие овны. Итак, смотрим 9-й дом. Это у нас дальние страны, поездки, философия нашей жизни, религия, ваши взгляды на жизнь. И ваша карта королева жезлов. Наверное, какой-то план определенно есть. И, понятно, у каждого здесь свой. И я не могу сказать, что тут много философии. По королеве жезлов это есть какая-то конкретика. Сказать, что вы куда-то поедете, нет. Или вы будете обдумывать скорее, если даже в плане есть какой-то переезд, или он вам будет предложен, мои дорогие овны. Королева жезлов умеет хранить тайны, секреты, и поэтому скорее, если даже у кого-то из вас как поездка или переезд, или смена места жительства, или это будет касаться какого-то вашего проекта, или, ну, может быть, и отчасти, когда вы занимаетесь духовными практиками. Но это вот как бы касается лично вас, и вы не будете о себе распространяться. И вот здесь у каждого по-своему. Но по этой карте, если вы задумали что-то, как новый проект, или задумали что-то изменить, сама по себе перемена, или вот вы что-то хотите осуществить, то все же по королеве жезлов у нас получится получить результат. Но не в размере этого месяца. Это здесь больше или подготовка, или своеобразный просчет, как тезис-план. Нет, опять же, движения, поэтому дальних переездов или поездок, скорее всего, и не будет. 10-й дом – это у нас работа, карьера, власть. Что на работе? Прекрасная карта прогресса. Вы можете учиться. Кто-то из вас пойдет на курсы. Кто-то, правда, будет изучать языки, прицеливаясь на далекую поездку, переезд, или вам, может быть, это нужно по работе. Для кого-то из вас это смена сферы деятельности или просто новый коллектив. По тройке пентаклей мы сдаем словно экзамен. У кого-то, кто учится, мои дорогие, здесь больше успешная сдача экзамена, вообще продуктивный период, как и для учебы, так и для экзамена. И у кого-то это может быть своеобразный жизненный экзамен, какая-то прежняя история, как будто закончилась. Почему нам шестерка мечей говорит? Мы словно даже не хотим оглядываться назад. Отплыли от прежнего берега. Мы просто идем вперед. И это карта прогресса, когда даже знания какие-то, наши умения, наша экспертность по конкретному вопросу мы умножаем, улучшаем что-то, и в последующем не только будет меняться наш статус, но еще и будет меняться финансовая составляющая. По этой карте как будто в последующем деньги будут в рост по тройке пентаклей. Хорошо, давайте будем смотреть дальше. 11-й дом – это у нас дружба и взаимопомощь. По пажу жезлов вы можете познакомиться с человеком, который намного моложе вас, и испытать к нему интерес. Или это может быть как помощь кого-то из ваших, может быть, друзей, который может помочь не деньгами, а какой-то идеей. Или вы можете с учетом королевы жезлов, паж жезлов выпадает, вы случайно услышите кем-то оброненную фразу, а она у вас будет как, знаете, посыл к действию. Или как мне решить тот или иной вопрос. Здесь, правда, королева жезлов о чем-то задумалась о своем, что-то хочет осуществить. И как непосредственно дружба с человеком, который вас может заинтересовать, так и партнерство, которое тоже где-то с общим интересом или, мои дорогие, взаимной заинтересованностью у вас как раз может быть. Но о конкретной помощи, когда к нам кто-то приходит на помощь, как выручают деньгами, здесь нет. Здесь от начала до конца рассчитывать нужно на самого себя и с чем-то скорее не прогадать.
12-й дом, давайте посмотрим. Отчасти это то, что скрыто, мои дорогие. Это то, что вы можете где-то скрывать. Это могут быть какие-то скрытые проблемы, вопросы. Это дом наших фантазий. Отчасти то вдохновение, которое нас, ну, с головой захватывает, и мы тоже что-то хотим осуществить. Давайте мы посмотрим. Может быть, как значение, что скрыто и чего вы можете не видеть. А для вас это будет важно. Не просчитаться с деньгами, нам говорит совет карт, как бы так. Пятерка пентаклей – это всегда недостаток, и в данном случае два момента. Вот, наверное, как по королю кубков. Мы сказали вопросы отношений и финансов. И вот как раз по пятерке пентаклей. Либо эмоциональный холод и недостаток финансов. Вот у кого-то из вас нужно себе как будто не навредить, не обостряя какую-то обстановку в межличностных отношениях, будь то социум, будь то коллеги, будь то соседи, будь то личная жизнь, как будто удерживать баланс и удерживать баланс по финансам. Словно ваша финансовая составляющая будет зависеть от того, как вы будете выстраивать отношения с людьми. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, вот таким видят февраль, колода карт Таро, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.